Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavanishvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So this evening we'll read Bhagavad Gita, chapter 7, text number 1. Сегодня вечером будем читать Бхагавад-гиту, глава 7, текст 1. Шри Бхагавану Вача Майя Сакта Манах Партха Йогам Юнджан Мадашрая Асам Шаям Самаграмам Ядха Гьясья Ситачрину Шри Бхагавану Вача Верховный Господь сказал: Маи на мне Асактамана тот, чей ум сосредоточен. Партха о сын Притхи. Йогам самосознание. Юнджан тот, кто практикует. Мат Ашрая знающий меня, обладающий сознанием Кришны. Асам Шаям несомненно. Самаграм Сики Тадараджа Стамо Бхава Камалоба Даяшчае Чета это Рана Видхам Стхитам Сатве Прасидати Эвам Прасанна Манасо Бхагавад Бхакти Йогатах Бхагават Таттва Вигьянам Мукта Сангасья Джаяте Бидьяте Хридая Грандхи Шидьянте Сарва Самшаях Кшиянте Часья Кармани Дришта Эват Манишваре. Слушание повествования о Кришне, изложенных в ведических писаниях, и из слов самого Кришны в Бхагавад-гите, само по себе праведно. Господь Кришна, пребывающий в сердце каждого, действует как лучший друг преданного, неустанно слушающего о нем, и очищает его сердце от материальной скверны. Тогда в сердце преданного естественным образом пробуждается духовное знание. Продолжая слушать о Кришне от преданных и читать Шримад Бхагаватам, человек утверждается на пути служения Господу. Совершенствуясь в преданном служении, он выходит из-под влияния гун страсти и невежества, и таким образом постепенно избавляется от вожделения и жадности. Очистившись от этой скверны, он достигает уровня чистой благости и, черпая радость в преданном служении, постигает науку о Боге во всех ее аспектах. Так бхакти-йога разрубает тугой узел материальных привязанностей в сердце человека, и тогда он сразу избавляется от всех сомнений, асамшаям самаграм,
и постигает высшую, абсолютную истину, личность Бога. Бхагаватам, 1 песня, 2 глава, стихи 17 по 21. Итак, постичь науку о Кришне можно, только слушая слова Кришны или его преданного, обладающего сознанием Кришны. Можно ли открыть какие-то окна? Шри Бхагавану Вача Майя Сакта Манах Партха Йогам Юнджан Мадашраях Асамшаям Самаграмам Ядхагьяся Ситачрину. Верховный Господь сказал: «А сейчас, о сын Притхи, услышь о том, как, вручив себя мне, сосредоточив на мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь меня, идя путем йоги». So, in the purport here, Srila Prabhupada refers to the last verse of the 6th chapter. В комментарии на этот стих Шрила Прабхупада вспоминает последний стих 6 главы. Yoginam api sarvesham madgitein antaratmana shraddhavan bhajate yomam sami yukta tamo mataha. And of all yogi, read the translation. А из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающим в его сердце, и исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит мне с любовью, связан со мною самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково мое мнение. So as we know, the word yoga comes from the root yuj, Sanskrit root, which means to connect or to link with. Как мы знаем, слово «йога» произносится с санскритского корня «юдж», что означает «соединять», «связывать». So, yoga therefore means to connect with the Supreme Being, to develop one's relationship with the Supreme Being. Таким образом, йога означает связь с Верховным Существом, означает служить Верховному Существу, Develop one's relationship. развивать наши взаимоотношения с Ним. And there are different types of yoga. И есть разные виды йоги. So generally, it's considered, and Srila Prabhupada explains, that these different types of yoga, especially the eightfold yoga process, Ashtanga yoga, these are simply different stages on the path. They are a means to purify oneself. И Шрила Прабхупада описывает, что разные виды йоги, в том числе известная аштанга йога, восьмиступенчатая йога, представляют собой просто разные ступени на пути, разные способы очистить себя. They are not the end or goal in themselves. Они не являются целью сами по себе. But the process of bhakti yoga, that is the culmination of all types of yoga practice. Но процесс бхакти-йоги является кульминацией всех видов практики йоги. Not only is it a means to attain perfection, but it is also the perfectional stage itself, if properly practiced. Это не только средство для достижения совершенства, это само по себе стадия совершенства, если ее практиковать правильно. Because ultimate goal of all yoga practice is to go to the spiritual world and engage there eternally in the loving service of the Lord. Потому что цель любых видов йоги – это вернуться обратно в духовный мир и вечно быть занятым там в служении Богу. So, practice of Hatha Yoga or Pranayama or Dhyana Yoga, these practices can help us improve ourselves to become more situated in goodness, more focused
on connecting with the Lord. И такие практики, как хатха-йога, пранаяма, они могут помочь нам очиститься, утвердиться в гуне благости и быть в более таком спокойном положении, чтобы развивать нашу связь с Господом. But the practice of bhakti yoga itself is a very direct process of serving the Lord and remembering the Lord all the time. Но практика бхакти-йоги — это прямой процесс постоянного памятования о Господе и служения Ему. Because a living entity is using his or her energy directly in the service of the Lord. Поскольку здесь живое существо использует свою энергию прямо в служении Всевышнему Господу. Which is also the activity of a living entity in the spiritual world. Это как раз то, что является деятельностью живого существа в духовном мире. So there are different aspects of bhakti yoga. Есть разные аспекты бхакти-йоги. Lord Chaitanya explained there are 64 aspects. Господь Чайтанья объяснил, что есть 64 аспекта. And he stressed 5 of those. Из этих 64 он подчеркивал 5. There's also the verse spoken by Prahlad Maharaj where he stresses 9 aspects of bhakti yoga. Есть также стих, произнесенный Прахладой Махараджем, в котором он выделяет 9 аспектов бхакти-йоги. Lord Chaitanya said among those 9, chanting the holy names is the most important. И Господь Чайтанья сказал, среди этих 9 воспевание святых имен является наиболее важным. But the other, where he delineates 5, he stresses association of devotees, hearing from the scriptures, chanting the holy names, visiting and living in holy places, and worshipping the deities. Господь Чайтанья выделял эти 5 элементов: воспевание святых имен, слушание писаний, общение с преданными, проживание в святом месте и поклонение божеству. So the process then engages the soul and also the mind and the words and the body in the service of Krishna. И эти виды преданного служения, они занимают душу, занимают ум и чувства в служении Кришне. So in this way a person's consciousness and his energy becomes focused on Krishna, connected with Krishna constantly. И таким образом и ум живого существа, и его энергия оказываются постоянно связанными с Кришной. So when the time comes to leave the body, then he is prepared, properly prepared for a life in the spiritual world. И тогда, когда приходит время оставления материального тела, человек уже готов к тому, чтобы жить в духовном мире. The idea is to become purified of different kinds of material contamination and material desires. Суть в том, чтобы очиститься от любых видов материального загрязнения и от любых материальных желаний. Of course, that's not easy in the Kali Yuga. Разумеется, это не так легко в Кали-югу. Because the whole population of the planet is very much engrossed in materialistic activities, especially in ignorance and passion. Потому что все население планеты глубоко погружено в материалистическую деятельность, в гунах страсти и невежества. And most people have no spiritual practice at all. И большинство людей вообще не имеют никакого отношения к духовной практике. They're so absorbed simply trying to earn enough money to feed themselves and their families. Они просто поглощены зарабатыванием денег, чтобы прокормить себя и свою семью. So therefore, Lord has given very simple process in this Kali Yuga. Поэтому Господь дал очень простой процесс в эту Кали-югу. Simply concentrate on chanting the holy names. Просто сосредоточиться на воспевании святых имен. As attentively as possible. Внимательно, насколько это возможно. And whatever time is there, try to hear the philosophy of Krishna consciousness, the pastimes of Krishna. И сколько у нас не найдется на это время, его нужно посвящать слушанию об играх Кришны и слушанию философии сознания Кришны. And engage in some practical service. И занятием практическим преданным служением. Srila Prabhupada,
He once called this movement a pushing movement. Шрила Прабхупада однажды назвал это движение движением подталкивания. That it pushes us to engage in devotional service. Оно подталкивает нас к тому, чтобы мы занимались преданным служением. One devotee once complained to Srila Prabhupada that the Sankirtan leader, the temple president, they are pushing me to go on Sankirtan. Один преданный однажды пожаловался Шриле Прабхупаде, что лидер Санкиртана в храме подталкивает его, чтобы он шел на Санкиртану. And the Prabhupada said, well, they're, saving you from Maya, otherwise you'd be engaged in materialistic activities. И Прабхупада сказал, он тебя спасает от майи, иначе ты будешь заниматься какой-нибудь материальной деятельностью. And, we see that he himself, he was very determined to give Krishna consciousness to others. И мы видим, что сам Шрила Прабхупада был очень решителен в том, чтобы давать сознание Кришны другим. Because we find that Lord Krishna and Lord Chaitanya gave that instruction. Поскольку мы видим, что Господь Кришна и Господь Чайтанья давали это наставление. In the 18th chapter, Krishna says that for one who is teaching this message, for preaching this message, for him devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me. В 18 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, что для того, кто обучает людей этому посланию Бхагавад-гиты, преданное служение гарантировано, и в конце он вернется обратно ко мне. Lord Chaitanya instructed the Brahman Kurma that whoever you meet, tell him about Krishna. Господь Чайтанья велел Браману Курме, кого бы ты ни встретил, говори ему о Кришне. In this way, become guru and deliver the whole country. Итак, стань гуру, освободи всю свою страну. So Srila Prabhupada was very much in that mood of distributing Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада в очень большой степени находился в этом настроении распространения сознания Кришны. Of course, we have to base our devotional service on chanting and hearing about Krishna. Но, разумеется, наше преданное служение должно основываться на воспевании святых имен и слушании о Кришне. Therefore, Prabhupada, he advised devotees or taught devotees to have a balanced program. Part of the time you chant kirtan, part of the time you chant japa, part of the time you study the scriptures, part of the time you worship the deities, part of the time you engage in preaching, like that. Поэтому Шрила Прабхупада дал преданным такую сбалансированную программу. Часть времени посвящайте киртану, часть времени посвящайте повторению джапы, часть времени изучению священных писаний, и часть времени поклонению божествам, и часть времени проповеди. Both for devotees living in the ashram and also for householders. И это касается и преданных, живущих в ашраме, и семейных людей. Of course, householders are maybe busy with earning a living and, educating and raising their children. Конечно, семейным людям приходится заниматься зарабатыванием денег и воспитанием, обучением своих детей. But still, Srila Prabhupada wanted them to chant and to hear and to, whenever possible, do some preaching activities. Но, тем не менее, Шрила Прабхупада хотел, чтобы все они также воспевали и слушали, и, насколько возможно, были заняты в проповеди. Generally, he didn't recommend devotees only to chant and study books. Как правило, он не советовал преданным ограничиваться только воспеванием и изучением книг. At least when they're younger. Ну, по крайней мере, пока они еще молоды. Well, maybe when they're old, they don't have much physical strength. Ну, может быть, когда они уже состарятся, у них не будет такой физической Then силы. can concentrate more on chanting and hearing. Тогда они могут сосредоточиться больше на воспевании и But when they were слушании. younger, Prabhupada liked them to work hard to distribute Krishna consciousness. Но пока преданные еще помоложе, Прабхупада очень хотел, чтобы они тяжело трудились для распространения сознания Кришны. Once Prabhupada was coming out of his cottage in Vrindavan in the early morning. Однажды Прабхупада выходил из своей комнаты во Вриндаване рано утром. And one devotee was standing there offering prayers from Srimad Bhagavatam. И один преданный стоял там и возносил ему молитвы из Шримад Бхагаватам. We think we have met your grace by the will of providence. Он говорил: мы думаем, что встретили вашу милость по воле провидения. The Prabhupada stopped him and he tapped on the ground with his stick because there was some dirty water. Прабхупада остановил его и показал своей тросточкой на землю, по которой текла грязная вода. Is this the will of providence? И сказал: это что, тоже воля провидения?
And the devotee replied, "No, Prabhupada, it's my fault." И преданный сказал: нет, Шрила Прабхупада, это мой недосмотр. So Prabhupada said, "Do something practical," he said. И Прабхупада сказал: так вот, займись чем-нибудь практическим. Clean it up. Вымой тут, вычисти. So he didn't, he encouraged devotees to hear and chant, but at the same time he wanted them to do some, practical service as well. Он вдохновлял преданных, чтобы они слушали, воспевали, но при этом также он вдохновлял их делать практическое служение. Because in this way the Krishna conscious movement would be expanded. Потому что именно благодаря этому движение сознания Кришны будет расширяться. The standard in the temples would be good. Стандарты в храмах будут хорошими. Be nice deity worship. The temples would be clean. Там будет хорошее поклонение божествам, и храмы будут чистыми. There would be nice prasadam. И будет хороший прасад. So in this way, different aspects of Krishna could attract people to spiritual life. И таким образом эти разные аспекты сознания Кришны смогут привлекать людей к духовной жизни. Some persons become attracted just by seeing the beautiful deities. Кто-то будет привлечен, просто увидев прекрасные божества. Someone is attracted by tasting the delicious prasadam. А кто-то будет привлечен, попробовав изысканный прасад. Someone else is attracted by hearing kirtan and bhajans. Кто-то будет привлечен, слушая киртан и баджан. Someone else is attracted by the behavior of the devotees. А кого-то привлечет просто поведение преданных. Many are attracted by reading the books. Многие будут привлекаться чтением книг. So these are all considered to be non-different from Krishna. И все эти виды деятельности считаются неотличными от Кришны. Krishna is non-different from the philosophy, from his teachings. Кришна не отличен от философии, от своих наставлений. Non-different from the deity. Не отличается от божеств. From the holy name. Не отличается от святого имени. From prasadam. Не отличается от прасада. Krishna is speaking through the devotees. Кришна говорит через преданных. Krishna is considered non-different from devotional service. Кришна считается не отличным от преданного служения. So in this way, Krishna is pervading all the different aspects of the activities of the devotees in a Krishna consciousness Так movement. Кришна пронизывает все виды деятельности преданных в этом движении сознания Кришны. So in this way, the devotees' consciousnesses and minds are drawn towards Krishna. Итак, сознание, умы преданных, они будут погружаться в Кришну. If one lives in the association of non-devotees, then it is difficult to focus one's attention on Krishna. Если человек живет в обществе непреданных, ему очень сложно будет сосредоточить свое внимание на Кришне. Especially in a big Kali Yuga city like Moscow. Особенно в таких больших кали-южных городах, как Москва. Especially in this kind of situation, devotees need to get strength from association. И в такой ситуации преданным просто необходимо извлекать свою силу из общения. Therefore, important to attend the temple programs regularly. Поэтому важно регулярно посещать храмовые программы. Or programs in devotees' houses. Или программы, которые проводятся в домах преданных. Bhakti Vriksha, Namahata type of programs. Встречи Бхакти Врикша, Намахат. In any case, gatherings where devotees come together to chant the holy names and hear about Krishna. То есть любые встречи, когда преданные собираются вместе, чтобы воспевать и говорить о Кришне. So this is the process of purification. Это и есть процесс очищения. And the process of maintaining one's Krishna consciousness. Процесс поддержания своего сознания Кришны. It's a very powerful process. Это очень могущественный процесс. But if we don't follow the process, very quickly, again, Maya will capture one's consciousness. Но если мы не будем следовать этому процессу, то очень быстро майя захватит наше сознание. So therefore, Srila Prabhupada has given us ISKCON with all its different programs. Поэтому Шрила Прабхупада и дал нам этот ISKCON со всеми его разнообразными программами. He's written so many books, so many commentaries. И он написал так много книг, так много комментариев. And he's encouraged us to hear regularly. И он вдохновлял нас, чтобы мы регулярно это слушали. So that we understand what we're doing. Чтобы мы понимали, что мы делаем. So we understand who is Krishna, what is our relationship with Krishna. Чтобы мы понимали, кто такой Кришна и каковы наши взаимоотношения с Кришной. So in this way we'll be protected from the influence of Maya. И так мы будем защищены от влияния майи.
So therefore we should pray always to Krishna, to Srila Prabhupada, to the Vaishnavas, to give us their mercy and keep us engaged always in their service, the service of Krishna. Поэтому мы должны молиться Кришне, Шриле Прабхупаде и всем вайшнавам, чтобы они защитили нас, чтобы они всегда занимали нас служением Кришне. It's a very wonderful opportunity that we have. Это замечательная возможность, которая у нас есть. 100 years ago here in this country, people didn't have that opportunity. 100 лет назад в этой стране у людей не было такой возможности. Even 40 years ago, Даже 40 лет назад ее не было. there was so much pressure if someone started to practice Krishna consciousness. И любой человек, который начал бы тогда практику сознания Кришны, подвергся бы огромному давлению. So now, at least for the time being, there is open facility to practice Krishna consciousness. Сейчас, по крайней мере, в данный момент у нас есть такие большие места, где мы можем практиковать вместе сознание Кришны. So therefore, better to take this opportunity and help others to also get the opportunity. Поэтому надо пользоваться этой возможностью и помогать другим воспользоваться этой возможностью. This will be pleasing to Krishna. И это будет приятно Кришне. And it will be beneficial for us, it will be beneficial for others as Это well. принесет благо нам, это принесет благо другим людям. So thank you, Hare Krishna. Спасибо вам, Харе Кришна. Any question? Есть ли какие-то вопросы? Yeah. Спасибо большое. Вы говорили о балансе между разными видами деятельности, то есть индивидуальной практикой и проповедью, например. Также еще есть какая-то, вот вы сказали, в случае домохозяев есть работа, семья. В случае любых преданных, там, преданных в храме, например, живущих, есть служение, тоже очень много. И есть мнение, что каждый преданный должен найти вот этот баланс воспевания, чтения, то, о чем вы сказали, да, проповеди или активной деятельности, заработка в случае домохозяев. А есть такое мнение также, что нам нужно просто в служение погружаться, больше ответственности брать. И в какой-то момент, когда мы чувствуем, что нам тяжело, нужно вот тут на Кришну положиться, вот, и тогда как бы, будет все хорошо. Вот, и тогда вот это вот сознание Кришны. Это противоречие какое-то? Или это, или просто это одно и то же? Как-то можете прокомментировать? Well, I mean, a devotee should depend on Krishna, Krishna's mercy. Несомненно, преданные должны полагаться на Кришну и на милость Кришны. But at the same time, one has to learn from experience of others. Но нужно также и учиться на опыте других. Sometimes if we, take on too much burden, иногда, если мы берем на себя слишком большое бремя, or we, concentrate too much on the active service and we neglect the chanting and the hearing, и мы слишком концентрируемся на активном служении и пренебрегаем слушанием и воспеванием, or we're just chanting our rounds very rapidly and unattentively, или круги наши повторяем так на скорую руку и невнимательно, so we can lose a balance. то мы можем потерять этот баланс. So it's advisable, to give quality time for chanting and hearing. Поэтому советуется выделять достаточно качественное время на воспевание и слушание. Because it's a very direct means of association with Krishna. Поскольку это прямой способ общения с Кришной. Krishna is present in his holy names. Кришна присутствует в своих святых именах. And the more attentively that we chant them, the more present he is. И чем более внимательно мы повторяем святые имена, тем в большей степени он в них присутствует. And that cleanses our consciousness, it cleanses our mind and intelligence. И это очищает наше сознание, очищает наш ум и разум. And that will enable us to do all the other activities И это позволит нам делать все остальные виды in a деятельности more, Krishna-conscious and pure way. в большей степени находясь в сознании Кришны и более чисто. In a more effective way. И это будет более эффективно.
So therefore, hearing and chanting is a basis of the bhakti process. Слушание и воспевание — это основа процесса бхакти. So that shouldn't be neglected. Ими не следует пренебрегать. Anyone who wants to be situated in Krishna consciousness has to give some quality time every day for hearing and chanting. Любой, кто хочет прочно оставаться в сознании Кришны, должен каждый день выделять качественное время для слушания и воспевания. It's great to work hard for Krishna, to take a lot of responsibility, to do a lot of service. Это замечательно, тяжело трудиться для Кришны, принимать на себя много ответственности, делать много служения. But if we don't have that component of regular hearing and chanting, но если у нас не будет этой составляющей нашей жизни, регулярного слушания и воспевания, then we may lose our balance, we may lose our desire to serve Krishna. Тогда можем потерять этот баланс и потерять желание служить Кришне. Become bewildered more easily by Maya. И Майя легче сможет сбить нас с толку. Yeah, so not just praying. I mean, praying for the mercy of Krishna is great. Не только молитва, конечно, молиться о милости Кришны — это замечательно. But we have to organize our lives in a practical way so that there is attentive hearing and chanting. Но нам нужно еще практически организовать свою жизнь, так чтобы в ней было качественное слушание и воспевание. What is this? Repeat in Russian. По-русски, то есть главное желание — это садхана даст нам желание заниматься преданным служением. Sadhana gives us a desire to serve Krishna. Yes, of course. I mean, it gives us encouragement, enthusiasm. Да, садхана дает нам желание служить Кришне, дает нам вдохновение, энтузиазм. I mean, that's why, Prabhupada had the devotees rise early in the morning. The first thing that they do is to chant Hare Krishna. Поэтому Прабхупада и хотел, чтобы преданные поднимались рано утром, и первое, что они делали, это воспевание Харе Кришны. That's what they do. And they hear about Krishna, they chant the holy names of Krishna. They focus on those two aspects of bhakti. Это то, что делают преданные, и так они сосредотачиваются на этих двух первых аспектах бхакти. As well as worshipping the deity. Также и на поклонение божествам. So that's the basis on which all rest of the activities are. Это та основа, на которой покоится вся остальная наша деятельность. Then you can go out for book distribution. Потом уже можно выходить на распространение книг. Managing the temple, whatever service you do. Или заниматься храмом, любой вид служения. The householders can go for their work. А семейные люди могут отправляться на работу. You see, like that. And of course, association of devotees are very powerful. И, конечно же, общение с преданными очень могущественно. You're very fortunate here, in this country. There are a lot of devotees. В этой стране вы очень удачливы, тут так много преданных. Moscow is a very tamagun city. Москва очень тамагунный город. But there are so many devotees. Но при этом тут так много преданных. Compared with many other cities. Сравнить с другими местами, in other countries, другими странами. So this is your good fortune. Это ваша великая удача. There's lots of devotees to associate with. Много преданных, с которыми можно общаться. So take advantage. Пользуйтесь этим. This give you strength in Krishna consciousness. Это даст вам силу в сознании Кришны. In the association of devotees, hearing and chanting about the glories of the Lord, very pleasing to the ear and the heart. И в общении с преданными слушание о славе Господа несет великое удовлетворение нашим ушам и нашему сердцу. See, thus one becomes, advanced on the path of liberation, and real bhakti becomes established. И так человек продвигается по пути, ведущему к освобождению, и настоящая бхакти утверждается в его сердце. Скажите, пожалуйста, а что делать, например, если я не уверен, что особо хочу возвращаться
к Богу, но мне говорят, что я на этом пути могу быстро достигнуть результата, уйти в духовный мир, возможно, даже в этой жизни. Возможно, даже? В этой жизни. Ага. А что делать, если... Что не очень, я не уверен, что я хочу возвращаться. Ага. Окей. Then stay here. But if you chant Hare Krishna, you'll have a better time here. Ну тогда оставайтесь здесь. Но если вы при этом будете воспевать Харе Кришна, то вам будет веселее. Life will be more enjoyable, one can say. В вашей жизни будет больше радости. But if you want to suffer, of course, that's another matter, Then don't chant. Но если вы хотите страдать, то, конечно, другое дело, и тогда не воспевайте Харе Кришна ни в коем случае. But there are different kinds of devotees, obviously. Devotees on different levels of advancement. Конечно же, есть разные виды преданных, есть преданные на разном уровне духовного прогресса. Some devotees, they're nishkama, they have no material desires. Есть преданные нишкаму, у которых вообще нет материальных желаний. Others, many devotees have got some material desires. Но у многих преданных есть какие-то материальные желания. But same time, if they chant the holy names, they try their best to develop at least some Krishna consciousness. That will be very beneficial. Но если они при этом все равно воспевают святые имена, они разовьют хотя бы какое-то сознание Кришны, это принесет им великое благо. And Krishna will also show his mercy to them. И Кришна также проявит свою милость по отношению к ним. The demigods, they are sakama devotees. They have many material desires. Полубоги — это преданные сакамы, у них много материальных But желаний. same time, they're devotees. They love Krishna. Но они преданные, они любят Кришну. They like to serve Krishna. Они любят служить Кришне. Krishna has provided them with, heavenly material happiness. И Кришна обеспечивает для них небесные наслаждения. But same time, he's given them service. Но также и дает им служение. And when envious demons try to harass them, Krishna helps them. И когда завистливые демоны нападают на них, Кришна им помогает. So, akama sarva kama va, moksha kama udaradi, tivrena bhakti yogena yajeta purusam param. Whether you're free from material desires, or you're full of material desires, or you desire liberation, in any case, one who has got broader intelligence should worship the Supreme Personality of Godhead. Если вы свободны от материальных желаний, или если вы полны материальных желаний, или если вы желаете освобождения, все равно, если вы разумны, вы должны поклоняться Верховной Личности Бога. Etan nirvidyamananam Ichatam akoto bayam yoginam nripanirnitam harinamanu kirtanam. Sukadev Goswami said to Parikshit Maharaj, Шукадева Госвами говорит Парикшиту Махараджу: O king, О царь, constant chanting of the holy names of the Lord постоянное воспевание святых имен Господа is the doubtless and fearless way of success for all, является несомненным путем успеха для каждого, including for those who are full of material desires, включая даже тех, кто полны материальных желаний, as well as those who are free from material а desires, также и тех, кто свободны от материальных желаний, as well as those who desire perfection by yogic practices, mystic yogic practices. и включая тех, кто желают достичь совершенства в практике мистической йоги. So it's recommended for everyone, Так что это рекомендовано для всех beneficial for everyone. и благоприятно для всех. Chant Hare Krishna and be happy. Воспевайте Харе Кришна и будьте счастливы. Slishna? Yeah? Trinadapi sunichena. Tararapi sishnana manina manadena kirtaniya sadahari.
One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind. Человек должен воспевать святое имя Господа в смиренном состоянии ума, Thinking oneself lower than the straw on the street, считая себя смиренным, как трава, лежащая на дороге, more tolerant than a tree, будучи более терпеливым, чем дерево, devoid of all sense of false prestige, лишенный всякого желания славы and ready to offer all respect to others. и готовый оказывать все почтение In другим. such a state of mind, one should chant the holy name of the Lord constantly. В таком состоянии ума человек должен воспевать святое имя Господа постоянно. Usually these conflicts, they come about due to false ego, due to pride. Обычно эти конфликты возникают из-за ложного эго, из-за гордости. So one devotee has to become humble. Преданный должен стать смиренным. Then it's easy to, reach understanding with others. Тогда легко будет обрести взаимопонимание с другими. And actually, harmonious dealings among devotees is very pleasing to Krishna. И эти гармоничные взаимоотношения между преданными очень приятны для Кришны. And that is very inspiring and enlivening for everyone. И это очень сильно вдохновляет каждого. And is attractive to others, newcomers. Это привлекает и новых людей. If people come and see devotees arguing and fighting, that is not going to be very attractive. Если люди будут приходить и видеть, как тут преданные ругаются друг с другом, это будет не очень привлекательно для них. So how to overcome? Again, hearing and chanting together is very important. Как это преодолеть? Но опять же, вместе воспевать и слушать очень важно. When the devotees are dancing and chanting in a kirtan, Когда преданные воспевают, танцуют в киртане, that pushes out all this kind of false ego. то все эти темы, связанные с ложным эго, просто разлетаются в стороны. So it's important to practice kirtan, sankirtan, Поэтому очень важно практиковать санкиртану, congregational chanting совместное of the holy воспевание names. святых имен. And to do it in the way that Lord Chaitanya says, in a humble way. И делать именно так, как сказал Господь Чайтанья, то есть в смиренном умонастроении. Krishnadas Kaviraj said one should string this verse, Trinadapi Sunichena, on the thread of the holy names and wear it around his neck. Кришнадас Кавирадж Госвами говорил, что этот стих Тринадапи Суничина нужно нанизать на нити святых имен и повесить его к себе на шею. And then you'll be more happy. И вы будете более счастливы тогда. We're all looking for happiness, isn't it? Мы же все ищем счастье, не так ли? But if we fight with devotees, then we'll make offenses, Но если мы начинаем ругаться с преданными, мы совершаем оскорбления, and then we'll be miserable. и тогда будут страдания. So, proper attitude, proper mood of service and respect of the Vaishnavas Поэтому должное умонастроение, должное почтение, уважение к вайшнавам is also a very important aspect of Krishna consciousness. также очень важный аспект сознания Кришны. Uh-huh. Мы знаем, что воспевание святого имен — это самое важное, но мы видим, что некоторые преданные, они берут за воспевание больше, чем не занимаются. Это нормально или нужно делать что-то еще? We see that some devotees, they only chant and don't want to do anything else. Is it okay, or they should do something? Better to do something practical, but it depends on a person's health also. Но лучше делать что-то практическое, но зависит также от состояния здоровья человека. At least when they're young and healthy, do something practical. Но пока вы молоды и здоровы, делайте что-нибудь практическое.
When you're old, maybe you can't hardly move, Когда вы состаритесь, возможно, вы уже и пошевелиться не сможете. All right, chant. Тогда хорошо. Тогда просто But I успевайте. remember, in Mumbai in 1975, Я помню, в Бомбее в 1975 году so that I was a manager of the temple, vice president of the temple. я был вице-президентом этого храма тогда. And one man from Gujarat, he wrote a letter. И один человек из Гуджарата написал письмо. I'm 90 years old. Мне 90 лет. And I have an apartment in Gujarat. У меня есть квартира в Гуджарате. I want to sell it and I give the money to ISKCON Bombay and I want to come and stay in a temple. Я хочу продать ее, пожертвовать деньги в храму ISKCON в Бомбее и приехать и жить в храме. And I showed a letter to Prabhupada. Я показал письмо Шриле Прабхупаде. And he said, yes, he said, let him come, let him donate to the temple. И Прабхупада сказал, хорошо, пусть пожертвует храму и приезжает. Come here, we'll give him a room. Пусть приедет, мы дадим ему комнату. He can chant Hare Krishna for the rest of his life. И он сможет воспевать Харе Кришна до конца своей жизни. And he came. И он приехал. And I actually used to give out Charanamrita. So he used to do some, simple service. Но у него было служение, он раздавал Чаринамриту. So like that. I mean, even he was so old, he was very old and Он был hardly очень could move. стар, он еле двигался. But he wanted to do some. Но он хотел делать какое-то служение. So a very nice attitude. Очень хорошее настроение. Our also Vibhuti Chaitanya in Vrindavan, many of you know. Вибхути Чайтанья во Вриндаване, многие из вас знают He его. cooked for the deities for so many years. Он готовил для божеств много лет. But when he was very old, he used to love to give out the Charanamrita. Но когда он стал очень старым, он просто очень любил раздавать Чаринамриту. Chant Hare Krishna and give out Charanamrita. Воспевал Харе Кришна и раздавал Чаринамриту. Yeah. Hare Krishna. Well, it's very powerful when Prabhupada chants the holy names. It's non-different from Krishna. Very powerful transcendental sound Это было очень vibration. могущественно, когда Шрила Прабхупада пел святые имена, это не отличалось от Кришны. Очень мощная звуковая вибрация. It attracts our consciousness towards Krishna. И это привлекало наше сознание к Кришне. That gives us a push. И это давало нам сильный толчок. Push toward the spiritual world. Это нас просто вталкивало в духовный мир. And also, transforms this world into a spiritual world. Но также и преображало этот мир в духовный мир. So anyway, that was my impression. Но это было мое впечатление. In material world there is material conception of happiness. So you says that Krishna consciousness will give us happiness, but can this material conception of happiness prevent us from spiritual happiness? Слышали? Say? Да? Нет? Вопрос такой, насколько я понял, что в материальном мире есть своя материальная концепция счастья, но, как говорит Шрила Прабхупада, есть духовное счастье, которое дает нам сознание Кришны. Вот эта материальная концепция счастья противоречит ли она, мешает ли она нам обретению духовного счастья?
Well, yes. I mean, if we become too much absorbed, or if we become absorbed only in trying to pursue our material conception of happiness, certainly it will impede spiritual progress. Но, разумеется, если мы слишком привязаны к тому, чтобы гнаться за этим материальным счастьем, это будет препятствовать нашему духовному прогрессу. On the other hand, if we try to become too renounced and too, fully absorbed in spiritual practice and, neglect completely our, mental or physical needs or, for certain degree of sensual satisfaction, especially at a younger age, then we may also run into difficulties. Но, с другой стороны, если мы будем слишком отреченными, слишком погрузимся в преданное служение и будем пренебрегать нашими потребностями физического тела и тонкого тела, особенно в молодом возрасте, лишая себя всяких наслаждений чувств, то это тоже может породить проблемы. We have different natures. У нас есть разные природы. We pass through different stages and ages in our life. Мы проходим различные возраста в нашей жизни. So the balance there between, one's physical needs and one's spiritual needs, mental needs, that can change over the years. И этот баланс между духовными потребностями, потребностями тела и ума, он может меняться на протяжении жизни. And it can vary from person to person. И это также может быть разным для разных людей. Which is, why there are different varnas and different ashramas. Именно по этой причине существуют различные варны и ашрамы. So the particular program, balance between one's spiritual activities and, let's say, his physical needs, that can vary from person to person and can change also over the course of a person's Поэтому life. эти программы, которые позволяют обрести баланс между духовной жизнью и материальными потребностями человека, они могут быть разными для разных людей. And can change over the course of one person's life. И это also. может меняться также на протяжении жизни одного человека. So it's a question of finding the right balance, really. Опять вопрос должного баланса. Okay, the last question. Последний вопрос. Я хочу воспользоваться моментом, передать привет от Садананды. Он лично меня попросил, он хотел сегодня приехать, но он на работе, зарабатывает деньги. И поэтому, в общем-то, и просил, чтобы, в общем, я передал приглашение в его, так сказать, лесной мандир такой, который на востоке Москвы, который вы посещали в 88-89 году. Это он мне лично поручение такое дал. А вопрос у меня... Thank you. Tell him thank you very much. I remember those days. They were very Передайте blissful days. Стананде большое спасибо. Я очень хорошо помню эти дни 88-89 года. Very blissful days. Это были дни, исполненные блаженства. Вопрос у меня такой, вот опять это вот относительно баланса. Дело в том, что я длительное время занимался джапа-медитацией, уделял очень много времени, в течение продолжительного времени. И меня также этот вопрос тоже беспокоил, как и всех преданных, почему бывают недоразумения среди преданных, которые занимаются активной практикой. Why does there exist? Sorry, just a minute. И однажды я вспомнил выдержку из какое-то высказывания Прабхупады, где он говорил, что он видит сознание Кришны, общество сознания Кришны, как общество просвещенных брахманов. То есть он видел, что именно общество объединяет людей брахманической природы. И
которые осознали вот, свое положение, которые вдохновились учением этим, и которые с энтузиазмом начинают это учение другим передавать, сутками готовы говорить на эти темы, они уже в какой-то степени, они уже развили в себе брахманическое сознание. Сталкиваются с тем, что на этом периоде человеку предлагают какое-то более такое приземленное, такое материальное служение в плане того, что помыть полы или еще что-то, почистить картошку. Это люди, которые мыслят, которые готовы десятерым это учение раскрыть, поскольку они вдохновлены, они могут и других вдохновить. Hard to translate all that. Сложно будет перевести, если можно чуть-чуть покороче. Это общество для того оно и служит, что эти преданные, они ходят, собирают пожертвования, привлекают людей, и есть какая-то финансовая основа. И можно нанимать уже людей, которые не имеют вот этого понимания, и вовлекать их уже в практическую деятельность, но оплачивая. То есть, чтобы преданные не занимались этим видом деятельности, чтобы людям платить, чтобы они были полы. Окей. Полумоет, но когда-то, понимаете, а вдруг потом этого человека уже нет. Он готов сутками говорить о Кришне, о духовных проблемах, обсуждать первую встречу на улице. So what's it? Хорошо, а в чем заключается вопрос? Ошибка. Вот эта перестановка, как бы, вот это подобие. Хорошо, я понял вопрос. Я Look at понял. that. Yes, of course, Prabhupada, he did want to first and foremost create a society of Brahminical persons who are, very serious in their spiritual practice Верно, Шрила Прабхупада хотел создать браманическое общество преданных, которые очень серьезны в своей духовной and практике who could teach others. и которые смогут обучать других. But the result of that Но результат этого is obviously that, many kinds of people are going to be attracted to будет Krishna в том, consciousness. что много разных типов людей будут привлекаться к сознанию Кришны. Many of whom are not so Brahminical by nature. И многие из них будут не столь браманичными по своей природе. But the idea was to, help them to progress in spiritual life by encouraging them and engaging them in different kinds of practical Но service. идея в том, чтобы помочь им продвигаться в преданном служении, занимая их разными видами практического служения. Because for a society, not just a temple, but for a society to function, obviously you need people who are managers and organizers, people who are businessmen and Потому who are что farmers, people для- who are workers and, specialists in different kinds of technical activities. Потому что для общества в целом, не только храма, именно общества, необходимы люди, которые будут заниматься бизнесом, которые будут управлять, которые будут выращивать продукты и так далее. So the preachers, they have to be strict in their own practices, those who are Brahminical, Проповедники, браманы, должны быть строгими в своей духовной практике, but they also have to be, compassionate to others and intelligent, expert in engaging others who are not so но Brahminical. они должны быть сострадательны к другим и быть искусны в том, как занимать служением тех, кто не браманичны по своей природе. So to help everybody to make spiritual progress. И помогать таким образом каждому совершать духовный прогресс. Prabhupada, he once said that, I've only done half my work, I've established BBT, established ISKCON, but still, he said, I want to, establish Varnashram Dharma. Но Прабхупада однажды сказал, что я сделал только половину работы.
создал BBT, создал Искон, но я хотел бы также установить и Варнашрама Дхарму. You know, it's not everyone going to come and live in a temple or, you know, come and do service in a temple. Не каждый будет жить в храме, не каждый будет выполнять служение в храме. But you know, if the devotees who are preachers and Brahmins are intelligent and expert, they'll see the ways in which to engage others and inspire them also to chant Hare Krishna. Но если проповедники Брахманы, они очень разумны, то они найдут пути, как вдохновить каждого и как занять всех воспеванием Харе Кришны. So in this way, to spread the Krishna conscious movement widely throughout the society. Вот так можно очень широко распространить сознание Кришны в обществе. To give everyone the opportunity for making spiritual progress. Дать каждому возможность для совершения духовного прогресса. So we wish you all success in this endeavor. И мы желаем всем вам успеха в этих усилиях. Thank you. Спасибо вам. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita ki, Srila Prabhupada ki, Samaveta Bhaktivinoda ki, Nitai Gaur Premanandi, Haribo. Дорогие преданные, давайте от всего сердца поблагодарим Прабхавишну Прабху. У нас вот такая, конечно, небольшая, может, дилемма. Брамачари готовили прасад, у нас готово угощение на кухне. И это сочники, и цикоревый молочный напиток. И нужна помощь, чтобы переложить это все по ведрам, потому что брамачарям спать надо было уже, они уставшие пошли спать. И поэтому давайте кто-то, если есть такие преданные, которые хотят как-то послужить другим преданным, можно будет пройти сейчас на кухню, переложить, и мы все вместе здесь сядем и вкусим прасад. Спасибо большое. Хари Бог.